Всем привет, с вами Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему она так поступила? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, разрушен очередной ваш такой жизненный этап. Причем этап, в котором вы были когда-то довольно счастливы. Кто-то из вас до сих пор живет воспоминания о прошлом, ностальгируете, да, особенно у кого есть дети, здесь особый вариант, да, потому что дети это ваше все, вы очень сильно скучаете за детьми. У кого-то может проиграться даже, что, допустим, женщина ваша бывшая, ну, жена, скажем так, не дают вам либо с детьми общаться, либо же это очень и очень редкие встречи. Поэтому очень вы переживаете, вот, ну, даже я сказала бы, даже страдаете по детям, у кого они есть. Особенно это маленьких детей касается. Вы человек, который пошел, знаете, вот в будущее, пошел в новый жизненный этап. Но я не скажу, что вы пошли убитый, разбитый, да, вот вам было тяжело, вам было непросто, да, вот вы, ну, как будто кусочек сердца, да, вот из вас вырвали, но, тем не менее, вы настроены даже после разрыва, решительно настроены и на дальнейшее будущее, да, настроены на новые отношения и настроены на то, что все, что не делается, к лучшему. В принципе, я не могу сказать, что вы очень долго убивались. Конечно же, в одночасье это все не прошло, эти ваши страдания, переживания. Кто-то сейчас может переживать, да. Но вот как-то вот более-менее вот оно у вас прошло, ну, терпимо, скажем так, да. В средней такой степени ваши страдания были. Потому что еще, знаете, вот по какой причине это так произошло у вас? Длительный период вы пребывали в таких, знаете, настроениях, в таких энергиях, когда жили со своей женщиной, что, ну, у вас уже столько всего накопилось, что вам внутренне, да, вот хотелось уже от этого освободиться. И независимо от того, что вы женщину еще любили, может быть, да, вот все равно остались такие, знаете, отголоски в вашей душе, поэтому вы как-то более-менее легко вошли в новую полосу своей жизни, да. Еще раз говорю, ребят, то, что все, что не делается к лучшему. Вот я уже много раз говорила в своих раскладах, да, потому что однозначно кто-то из вас сейчас грустит, особенно если вы недавно разошлись, но то, что вы войдете в свой новый жизненный этап с новыми силами, и это хорошо, что вы ушли от той истории, но это будет только в плюс. Вы поймете об этом чуть попозже. Я вам скажу, что вы вообще человек, который и умеет зарабатывать. И, в общем-то, многие из вас довольно неплохо зарабатывают. Понятно, что это общий расклад. Как-то вот вы любите стабильность во всем. И в работе стабильность, да, вы любите постоянство. Вы человек, который, ну, настолько вот какой-то... Вот я даже не знаю, какое слово подобрать, то ли, ну, слишком такой позитивный, слишком лояльный. Хотя, в принципе, я вам скажу, что если того требует какая-то ситуация, вы можете просто рвануть в одночасье. Хотя вот вам хочется, чем старше вы становитесь, хочется все больше спокойствия, как-то вот домоседство может у кого-то проиграться, да. Но если того требует ситуация, еще раз скажу, вы можете и среди ночи помчать. Вы человек, который очень такой, знаете, очень надежный. Вы надежный не только в любви, но и в дружбе. У кого-то из вас проиграется, что рядом с вами, может быть, даже многие годы уже есть, ну, такие парочка, может быть, ну, один, два верных, довольно преданных друзей, да, вот вы как-то вместе, вот когда бывает плохо, когда нужна поддержка и в радости, и в горести, да, в таком плане. То есть всегда есть люди, которые подставят вам свое плечо. Вы такой большой любитель покушать, причем может даже проиграться, что вы сами довольно неплохой кулинар.
Кстати, давайте сделаем опрос наш маленький, да, вот как всегда. Напишите, ребят, в комментариях, вот вы умеете готовить или нет. Может быть, вы любите готовить, да. Ну, то есть напишите вот все, что касается готовки. Это ваше или не ваше, да. Кто-то, может быть, и умеет, и любит готовить. Пишите, всегда интересно читать. Вы человек, который полон сексуальной энергетики. Мы так постепенно подбираемся к вашей любимой теме, да, ну Бобик это святое, я знаю, вы многие любите про него слушать, поэтому немножечко я вас так порадую. То, что у вас очень много накопившейся, нерастраченной мужской силы, это однозначно. Кто-то из вас может думать, что все, если нет постоянной женщины, если Бобик не кормленный, не тренированный, значит все, он уже там на грани, он уже зачах, уже лапки сложил и все. Я вам скажу, что это неправда, это вы себя просто накручиваете. Бобика можно будет тренировать всегда, везде, как только появится у вас новая женщина. Поэтому не переживайте. То, что с вашей мужской силой все хорошо, Бобик жив, Бобик будет жить. Поэтому все будет у вас хорошо в этом плане. Единственное, знаете, я смотрю, у нас в раскладе, ну, в сигнификации не выпало ни одной дамы, да. Вот как-то даже интересно, это о чем может говорить? Либо же ваше сердечко вот свободно, ну, абсолютно свободно, да, либо же это может касаться еще, знаете, чего? Женщина, которая может быть вот рядом с вами, либо же настолько она незначимая для вас. Это может быть, допустим, ситуация токсичных отношений, когда вы уже как два врага в одной квартире, как два соседа в одной квартире. Либо же это могут быть еще, ну, такие, знаете, робкие попытки у кого-то построить личную жизнь. То есть вы можете общаться, вы можете переписываться, но сказать, что ваше сердечко вот, ну, так затрепетало и влюбилось, но я точно не могу пока сказать. Конечно же, не забываем про общий расклад, да, потому что, естественно, кто-то может написать, что да, я влюбленный по самые уши. Но помним, что это общий расклад. Итак, давайте будем смотреть, почему же она так поступила. Она это кто? Она это была любовь всей вашей жизни, да? Ну, вот почему-то хочется сказать, что, ну, реально вот была. Эта женщина довольно неплохо выглядит. Она может быть даже сейчас, вот когда вы разошлись, а то, что вы однозначно не общаетесь с этой женщиной, это 100%. Либо же общаетесь очень-очень редко как раз вот по поводу детей. То есть, ну понятно, откуда ветер дует, что это дамочка из прошлого, с которой у вас была вот по тузу кубков, да, была такая большая, чистая, казалось бы, искренняя любовь. Это женщина страстная, это женщина активная, она может даже, ну, каким-то видом спорта заниматься, она может даже следить вот за собой, да, вот фитнес, я не говорю, что это все поголовно, да, но тем не менее, она любит хорошо выглядеть, она старается, ну и старалась, конечно же, хорошо выглядеть, ну а там уже как получается, это другая история. Женщина, которую вы всячески пытались когда-то ублажать. Ублажать во всех смыслах этого слова. И это касается не только интима, это касается и финансов, это касается обустроенного быта. Ну, то есть всего. Вы старались для этой женщины, чтобы она была счастлива во всех смыслах этого слова. Это женщина, с которой, да, когда-то у вас, в общем-то, и любовь была, и искры летали, и вы думали, что это будет раз и навсегда. И как в сказках вы умрете в один день, да? Но, к сожалению, так не сложилось. Почему? Давайте будем разбираться. Почему же она так с вами поступила? Да, мне сразу показывает, что здесь, скорее всего, проигрывается измена. Я вам скажу, что измена это случилась не сразу. Возможно, это кому-то будет не очень приятно, но если вы все же интересуетесь, да, вот почему она так поступила, что произошло, что ее подтолкнуло,
то вы можете, конечно же, послушать. Но если кому очень неприятно, то тогда смело можете идти отдыхать. Итак, для тех, кого интересно, продолжаем. Смотрите, здесь была действительно любовь изначально. Вот между вами любовь и страсть кипела выше крыши. Но поскольку вот вам попалась дамочка очень жадная до денег, до всего материального, она очень такая любительница красивой жизни, поначалу она, конечно же, это особо, может быть, даже не афишировали. Вы даже настолько были ослеплены своей любовью, что вы даже не могли подумать, что ну, какие-то корыстные мотивы. Причем я вам скажу, что когда вы вот начинали с ней общаться, встречаться, да, вот в самом начале, я не скажу, что вы были прям ну такой супер богач. Ну, понятно, кто-то, может быть, и был богач, ну, поскольку это общий расклад. Ну, основная такая масса, вот по молодости вы, ну, не были, ну, так крепко стоящим на ногах, да, поэтому она видела в вас какую-то то ли перспективу, она видела ваши черты характера, какие-то ваши такие, знаете, бизнесовые какие-то такие способности, что ли, да, вот. То есть она просчитывала на несколько шагов вперед и понимала, что вы довольно умный товарищ и очень быстро сможете либо свое дело открыть, либо же еще как-то другим образом зарабатывать. Ну, то есть, что с вами не пропадешь. Естественно, это все произошло не в одночасье, и развивались вы не в одночасье, да, и деньги начали, ну, достаточно большие, может быть, зарабатывать не в одночасье. Поэтому поначалу вроде бы было все хорошо, тишь да благодать. Почему она начала изменять? Давайте такой самый актуальный вопрос, да? Вы ее залюбили, ребят. Вы настолько залюбили ее во всех смыслах слова, вы настолько вот из кожи вон лезли, чтобы ей было хорошо. Она просто избаловалась. Вот она избаловалась, она поняла, что ну, в любом случае, что бы она ни делала, она всегда будет любимой. Вы, если что, ей все простите, на все закроете глаза. Причем у кого-то из вас были, я думаю, во время вашего такого вот брака, может быть, отношений, были даже, может быть, моменты, когда вы уже хотели разойтись, да, либо же были на грани. Вы видели, что она портится, вы видели, что она начинает меняться, она становится не такой нежной, ласковой, заботливой. Она становится более сварливой, она становится более высокомерной, что ли, да. Ну, то есть вот эта вот маленькая девочка, в которую вы когда-то влюбились, она меняется кардинально и становится в такую вредную, агрессивную, может быть, даже такую сварливую тетку. Напишите, ребят, у кого это проигрывается. Вот такая вот трансформация вашей прежней женщины. Вы замечали это или нет? И здесь получается палка в двух концах. С одной стороны, да, вы старались, вы любили, вы звезду с неба готовы были отдать, только она была счастлива. Но, к сожалению, это не оценилось. И вот ей просто стало скучно, да. Пока вот многие из вас пропадали на работе, чтобы ей опять же заработать на какую-то безделушку, там на колечко, либо же еще на что-то, да. То есть вы, возможно, даже чуть меньше времени уделяли, ну просто потому что вы работали, да, не потому что вы там где-то гуляли. От скуки это раз, да, что вот вы ей меньше стали посвящать времени, плюс вы приходили уставший, да, у кого-то может проиграться, может быть даже иногда интим не получался, ну просто потому что вы устали, да, вы же тоже живой человек, и это нормально. А она такая дама горячая, она любительница кекса, поэтому здесь, знаете, вот все звезды так сошлись. С одной стороны скучно, с одной стороны у кого-то проиграется, что интима стало меньше из-за вашей занятости какой-то, да, может быть командировки даже у кого-то проиграются. Плюс вот ей захотелось какого-то разнообразия до безобразия. Вот вы настолько, ну как сказать, погрязли, что ли, в работе, да, вот ушли с головой в работу, чтобы для нее любимо это все заработать. Она от скуки вот просто пошла вот направо-налево, да, вот ради какого-то эксперимента, ради скуки, ради того, чтобы развлечься. Вот пока вы там в трудах весь, да, и в заботах,
ей захотелось вот другого мяска попробовать. Вот как-то, знаете, даже обидно становится, что муж, да, вот лезет из кожи вон, чтобы заработать для любимой жены, а она в это время просто опускается во все тяжкие, просто потому что его, может быть, дома нет, может быть, он уставший пришел, да, и в конце концов ей как-то скучно захотелось разнообразия. Ну елки-палки, да, вот, ребят, хочется сказать. Ну вот за что, да, вот самое обидное, что вот не оценилось то, что вы делали. Вот напишите, ребят, вот настолько обидно ведь, правда? Вот обидно, что не оценилось то, что вы были готовы, ну просто последнюю клеточку отдать, да, ради этой женщины. Я вам скажу, что у кого-то из вас, у многих даже, я бы сказала, она уже пожалела, что так все вышло. Она пожалела, ну, конечно же, этого вам не будет говорить, потому что корона упадет, как вы понимаете, да? Но она пожалела, потому что понимает, какого мужчину потеряла. Но в то же время она знает, какой у вас характер. Она знает, что если вы сказали, да, мужик сказал, мужик сделал, то уже все, это уже не сдвинешь даже краном, да, как говорится. Вы решение приняли, вы точку поставили, все, свободны. Да, это может быть некая категоричность, но тем не менее вы, ну, такой человек слова, вы, может быть, даже довольно долго принимали это решение, потому что было больно, поначалу было, ну, довольно больно, да, хотя вы старались это все как-то в себе замять, уйти в работу, да, чтобы, ну, с малыми такими потерями это все пережить. Но вы, я думаю, даже кто-то из вас оттягивал этот момент расставания. Кто-то, может быть, даже сомневался, кто-то, может быть, ну, пытался как-то оправдать, потому что могли быть даже такие, знаете, ну не то чтобы факты, хотя, может быть, даже и факты кто-то измены находил, да, либо же вам знакомые говорили, что вот где-то с кем-то видел, кто-то из вас чувствовал. Ну, то есть вы это все прекрасно понимали, потому что вы довольно умный мужчина, но все-таки оттягивали, потому что больно было, вот больно. Поэтому вы так более-менее и прошли этот период расставания, да, когда ушли с головой в работу, отвлекались и все-таки нацелены на новые отношения и на новое будущее. Самое обидное, да, ребят, что это все оставляет свой осадок, да. И теперь многие из вас, конечно же, думают, что когда-нибудь встретится женщина, да, что будут новые отношения. Ну, по крайней мере, вы мечтаете, кто-то даже уже действовать начинает. Но все равно этот осадочек, это недоверие какое-то и сомнение, но это как такой якорь, да? И довольно долго это может длиться, вот эти вот именно сомнения, да, пока в вашей жизни не появится женщина, которая растопит ваше сердце и покажет, что не все женщины одинаковые, не все женщины ходят направо и налево, и любовь тоже бывает. Чего я вам всем и желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!